Ребята, всем добрый день, я Влад. Сегодня мы будем играть в игру Zero City. У нас идет вовсю южная стратегия. У нас новая стратегия 2.0. И я хочу сегодня рассказать о моем впечатлении об измененной стратегии. Давайте я вам напомню, во-первых, как мы играли в старую. То есть мы в основном фармили, к примеру, бункер или арену, собирали фишки, крутили рулетку. Там могло выпасть как кубики, так и уран, так и деньги, к примеру. Хорошо фармились деньги, можно было много чипов прокачать, уран для того, чтобы переварить шмотку или еще что-нибудь сделать, или ядра, к примеру, сущности сварить. И также, если ты активно играл, ты мог пройти по вот такой же, ну не такой примерно, а более длинной карте. Там потом, конечно же, повторялся круг, но в этом круге было 3 прикольных сундучка, то есть ящичка таких вот. И ты мог, благодаря тому, что ты активно фармишь, выбить все шмотки из ивента. Если ты, конечно, купил пропуск. Если ты не купил пропуск, то бесплатные вещи, как минимум, ты тоже мог нафармить. Также там были бесплатные такие золотые кубики, которые получались бесплатно в том случае, если мы много крутили рулетку, если у вас был куплен пропуск самого события. Итак, что я могу сказать об нашей новой стратегии? Во-первых, это, конечно же, автобросок. Очень прикольно так вот. Ты бегаешь, тут арена, ты конкурируешь с другими игроками. Все очень красиво, красивая такая вот анимация. Сейчас мы тут побьем как кого-то. Также я должен отметить, что анимация самой стратегии стала очень интересной. То есть даже с большой скоростью все равно все идет. Также, вот, к примеру, ящики, они постоянно открываются, много еды. Вот. Еще один аргумент, почему мне, к примеру, понравилась эта стратегия, это много еды. Падает с данной карты. Также очень хорошо то, что не нужно много фармить. То есть кубики сами каждый час, вот плюс 7 у меня, идут, и мне нормально, к примеру. Я набираю фишки, и все хорошо. Думаю, самые положительные эмоции на событии я сказал. А теперь я расскажу, почему мне это событие не понравилось. Это не стратегия, а полная... Во-первых, давайте посмотрим на вещи, которые можно выбить. Как вы видите, тут часть я вещей выбил, но тут не показано все. То есть мне надо перейти, к примеру, в компанию, надо зайти в литейную, посмотреть на все награды. И как видите, то есть тут браслет оказался и бомба. То есть, если я выбил еще вот устройство, то самого браслета и бомбы нету. И я уже, как вы видите, тут 25 раз надо скрафтить в литейной вещь. Но, как вы видите, у меня, по-моему, литейная послала меня просто... Но это еще не все. Сама механика данной стратегии не очень понятна ни мне, ни игрокам. То есть ты вроде бы переступаешь через клетки, но клетки не берутся. Ты должен обязательно переступить на ту или иную клетку, чтобы взять, к примеру, ту или иную вещь. К тому же, это два таких минуса. Третий минус — это полный рандом. То есть, давайте возьмем, к примеру, в броски. Когда мы бросаем, мы можем просто перескочить литейную, мы ничего не сделаем. Мы можем телепорт перескочить. Также вот эту вот аналитический центр, так называемый, перескочить. Арену. То есть, люди, которым повезет больше в бросках костей, и они выбьют правильные цифры и перейдут в арену чаще, чем я, они меня просто выиграют. Хотя, может быть, у меня там, не знаю, генеральский пропуск будет.
То есть мне не нравится полная рандомщина. В прошлой стратегии мы могли выбить все, что нам нужно, свободно, не сильно безумно напрягаясь. Да, активно, если ты будешь играть, ты без проблем выбьешь вообще все, даже транспорт, к примеру. Также еще один огромный минус это у нас арена, которая полна ботами. То есть, к примеру, я только что нафармил вот 15 кубков буквально час-полтора назад, и захожу я смотрю снова на арену, и что я вижу? Я стою на третьем месте, то есть у меня 15 вот этих вот кубиков, и тут уже 2 человека. И так продолжается постоянно. То есть у людей очень-очень много игроков. Такая проблема, что они начинают играть, и они просто потом вылетают на третье, четвертое, пятое место и остаются вообще не у дел. Давайте я покажу парочку скриншотов, которые мне прислали друзья. Вот, к примеру, один из скриншотов. Я хочу поблагодарить за этот скриншот Славу из Легенд. Он мой хороший знакомый, который мне прислал скриншоты от того, какая у него, к примеру, арена. То есть страдаю от этой арены не только я. Как вы видите, человек на пятом месте, у него 48 кубков. К примеру, тут он проходил, когда у него было 45 кубков. Это сегодняшняя утренняя арена. И он на третьем месте. То есть, а до этого он был на пятом. То есть он покидал кубики, и волшебным образом у него переместилось все на третье место, его место. Но опять же, давайте посмотрим, чем закончилась эта арена. Волшебным образом просто, то есть, как вы видите, Кобиков, Джесус, вот это вот все игроки. То есть мы не можем проверить, это реальные игроки какие-либо или нет. Как многие игроки поняли, это все боты. Арена полна ботов, что делает из этой стратегии полную. Давайте продолжим. Еще одна тема, из-за которой меня жутко триггерит данная стратегия, и мне не нравится она, и она является полным. Это литейная. Я уже, как вы понимаете, выбил спецсредства, надо было сделать 25 крафтов. По факту я уже сделал, наверное, крафтов 30, и нету ни бомбы, ни браслета. То есть, опять же, долбанный рандом, то есть некоторым выходило что-то, некоторым нет. У меня вот сейчас фиолка типа на варке, но из 30 варок и крафта у меня там в основном было синенькое такое полное говнецо, и один раз было оранжевое, только какие-то шмотки оранжевые, которые, ну, я ни в отряд не добавлю, ничего не смогу с ними сделать. Также я не могу отметить наш любимый пропуск. У меня простой пропуск на данный момент куплен. Как видите, простой пропуск нам просто не дает. То есть надо покупать только или надо купить у нас в магазине офицерский пропуск или генеральский. Больше ничего. Хотите нормально что-либо нафармить во время ивента, пожалуйста, покупайте дорогой пропуск. Если честно, это сильно завязано на донат. Если раньше ты покупал, к примеру, тот или иной пропуск, и у тебя был шанс получить все вещи гарантированно, то сейчас даже с генеральским пропуском у тебя нету шанса, потому что все настолько рандомно в этой стратегии, что ты не можешь, к примеру, что-то лишнее нафармить, там кубики или что-либо сделать. Нет. Ты ждешь просто эти кубики. То есть, с одной стороны, да, это плюс, не надо фармить, задротить, если ты в отпуске, к примеру, это все круто, без базара. Но, с другой стороны, ну, что это такое? Я люблю играть активно во время события. Я не могу нафармить побольше кубиков. Я купил простой пропуск, и он мне дал просто... И что мне делать? Мне надо снова сейчас заходить в магазин и покупать офицерский или генеральский. То есть, да, там прирост кубиков, больше кубиков, но ну, это не то, что мы
хотим. Также еще одна тема, это альянсовые фишки. То есть они идут от общего сборки, который сделал наш альянс. То есть мы это все можем купить без проблем. Как видите, тут не такие большие цифры. И если мы пересчитаем, тут буквально немного нужно еще альянсовых фишек, и я бы смог бы купить абсолютно все вещи из правой части. Но, опять же, мы должны учесть то, что, а что делать с ними дальше, когда идет, вот у нас еще 6 дней ивента, да? Куда их деть? Мы можем ими просто потереться, я считаю, все. Ни обмена, ничегошеньки вообще. И самое главное, из-за чего меня, наверное, у меня байтовое название видео, это у нас броски. То есть, как вы видите, за даже неполных 5 часов броски у нас заполняются. То есть, больше количества этих кубиков мы не можем набрать. То есть, простой игрок, который не зашел в игру больше 5 часов, начинает терять кубики. И я хочу сказать то, что у меня уже нервоз, у меня недосып, постоянно надо просыпаться ночью, чтобы не только побросать кубики, то есть минут 15 я должен потратить, но сделать так, чтобы у меня не убежала арена, в которой там до хрена ботов, и я не знаю, что с этим делать и как с ними справляться. Плюс у нас каждый игрок, то есть если у него не генеральский пропуск, он спит по 4,5 часа примерно в среднем, выходит ночью. И если честно, я разочарован. То есть Zero City нас приводит к нарушению ритма сна просто-напросто. Даже если у вас генеральский, я напомню, норма сна это 8 часов подряд. Не 6, как у вас будет с генеральским пропуском, а 8. Давайте еще одна тема, почему очень сильно сейчас подгорает у многих игроков, также и у меня, этот ящик, который выбивают. У меня вот есть соклан, который выбил 38, заметьте, ящиков. Он выбил вот этот вот офицерский транспорт, это Тимон и Пумба будем называть, как это по факту есть. И выбил, если я не ошибаюсь, вот такой вот зелененький микропроцессор. 38 ящиков просто. То есть, как мне остальное выбить? Вопрос, что с дропом, разрабы? Где дроп? Почему я должен фармить этот ящик в, не знаю, каком-то нереальном количестве? Там надо нафармить как? 3 сотни, 4 сотни? У нас просто этих фишек, вот этих вот, метафишек не будет столько нафармлено. То есть мы должны бросать огромное количество кубиков. И еще одна вещь, которая меня ужасно триггерит. Вот, пожалуйста, у меня закончились кубики, бац, сразу же предложение на кубики. То есть, хочешь не отстать в арене, покупай кубики. Хочешь скрафтить все, покупай кубики. И это слишком плохо, я бы сказал. Это полная... Еще одна вещь, из-за чего мне не нравится на данный момент наша игра, это грабеж друзей. То есть у нас есть тут раздел, где мы вот этот вот, ты можешь грабить друзей. Я хочу сказать то, что мне не нравится это. Почему? То, что вот смотрите, меня тут ограбили мои друзья, Миша, мое почтение, Питер и другие, Кул. Смотрите, они, возможно, не так много, но если мы соберем все вместе, возможно, рано или поздно у какого-то игрока просто-напросто потом не хватит буквально вот тех же 50 метафишек для того, чтобы тут, в этом ларьке, купить этот ящик, купить, к примеру, эти ножики. Зачем красть у друзей? Я не понимаю просто-напросто, почему я должен красть друзей, а не дарить там, не знаю, подарки, и давать, наоборот, в бонус друзьям метафишек, чтобы они тоже могли нафармить чуть больше, как я, к примеру. Еще одна тема, почему меня жутко раздражает данная стратегия, это марш-бросок. То есть, если мы берем вот такие красивые звездочки, у нас тут слева марш-бросок,
То есть, если ты активно немного поиграл, буквально там 1,5 дня, ты, ну, даже не 1,5, а 2, ты собираешь все э, шаги эти и собираешь кости, к примеру. Тут метафишки. Окей, 36. А дальше? То есть я еще вчера это закрыл, и мне надо 2 суток ждать для обновления марш-броска. Ну, разработчики, давайте сделайте так, чтобы у нас было много этого, и люди, постоянно бросая, шли вперед. Тут и так, ну, я бы сказал, то, что абсолютно неадекватные цены, 76 тысяч, тут вообще 100 тысяч. Это еще мне минимум для того, чтобы дойти до вот этого вот ящика, который я открыл с простым пропуском. Мне надо будет фармить минимум 3-4 дня. То есть по факту на этот ящик у меня останется 2 дня. За 2 дня ты, ну, не знаю, 200 тысяч наберешь. За 20 ящиков, ну, мы статистику уже знаем, как это все падает. Я выбью одну вещь из всего этого, максимум. То есть, а все остальное уйдет в закат. И, если честно, это полная... Вот, я думаю, к этому моменту все, что я могу сказать, как фидбэк или мое мнение о данной стратегии. Я скажу в конце то, что старая стратегия была лучше. Да, там надо было играть активнее, но там я гарантированно мог все выбить. А не вот этот вот какой-то рандом, непонятная литейная, в которой я, может быть, сварю, а может быть, до конца ивента мне не выпадет ни хрена просто-напросто. И верните, пожалуйста, то, что было. Не надо нам из хасла вот эту вот стратегию поганенькую, которая никому не нравится. Я состою во многих сообществах и могу сказать то, что абсолютно всем она не нравится. Это полная... На данный момент это все. Всем большое спасибо за просмотр. Хочу анонсировать розыгрыш. Пишите ваш ID в комментариях. И ставьте лайк. Через 5-6 дней я разыграю крипту на 15 человек, 250 крипты каждому. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Удачного, вот уж точно, удачного вам всем фарма. И пишите, как вам понравилась данная стратегия или нет.